Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Глаза не лгут. Девятое место. Эти крошечные касания. Прежде чем продолжить, я хочу напомнить вам, что у меня есть канал в Telegram, на который вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Название и ссылка есть в описании. 8 место. Совпадение или нет? Напоминание о том, что Тэхён близок с владельцем ресторана, где проходила вечеринка Чонгука. Это была вечеринка Чонгука, но владелец благодарен Тэхёну, стоит помнить и думать об этом. Тэхён написал «Файтин». Еда была восхитительной. Владелец ответил Тэхёну: «Мой Тансен, младший брат, Тэхён, придает мне сил, спасибо за поддержку». Одинаковый вайб у этих фото. Седьмое место. За этот момент нужно благодарить Хосока. Когда Чонгук сбросил вызов, он сказал слова, что в переводе означает «ты мне очень нравишься». Однако в субтитрах эту фразу заменили на «ты лучший», чтобы снова показать, что Чонгук и Тэхён лучшие братюни, а ни в коем случае не влюбленная пара. Далее тоже забавный момент. Как говорят корейские фанаты, в запиканных слова Чонгука по губам можно прочитать, что он говорит «шибулекки», что означает «сволочь». Чонгук с Чимином с этого начали смеяться. Дразнит Тэхёна тем, что сбрасывает вызов и хихикает со своей маленькой пакостью. Дальше Чонгук с этой мини-злости Тэхёна умиляется и отвечает дважды, что любит своего Тэхёна. Это так по-семейному. Тату Чонгука и мерч Чонгука. Что-то было в тот день особенным, что Чонгук так смущался. 6 место. Поведение пары. Это милая под Чонгука, чтобы привлечь внимание своего мужчины. Тэхён сказал: «Чонгук может быть сильнее меня, но я никогда не буду притворяться слабым». Также Тэхён раскачался до невероятных размеров.
5 место. Два магнитика, которые притягивают друг друга неизменно. Четвертое место. Забота. Вот что значит настоящая и искренняя забота о любимом человеке. Третье место. Новости. Немного новостей о Чонгуке. Он оставил автограф сослуживцу, который сегодня завершил свою службу в артиллерийском дивизионе. Чонгук написал в милой форме: «Ты упорно трудился». Шедевральная реакция Чонгука на партию Джека Харлоу в 3D. Арми посетила ресторан, в котором случайно обнаружил автограф Тэхёна. Он в милой форме написал: «Еда была очень вкусной. Наш самый учтивый мужчина». Кстати, о любви Чонгука фотографировать спящего Тэхёна. Если у него нет папки в галерее с названием что-то типа «Спящий Мишка», я вам не верю. Чонгук очень любит арбузы, понимаете? Тэхён и его говорящая мимика. Прошлогодний пивной эфир Чонгука принес Оббир популярность и славу. Пива Чонгука после такой рекламы стало хитом. А Офбир получил бронзовую медаль за высокие показатели в бизнесе на премии EPI Korea Award, одной из 3 крупнейших в мире наград в области рекламы. Давайте пожелаем терпения Тэхёну.
Обновление Twitter BTS, уборка и быстрая готовка. Потрясающие кулинарные способности Джина. Чего только не умеет Джин. У Чонгука закончились слова. И у меня тоже. Владельцы ресторана Чиджухачи, в котором кушали парни, выложили в Инстаграм пост с видео, на котором Тэхён описал атмосферу заведения приятной, а воздух влажным. Мы помним атмосферу того дня. Участники BTS были здоровыми, веселыми и вежливыми молодыми людьми, соответствующими своему возрасту. Для нас было больше честью, что первый опыт Чонгука самокосё состоялся в Хачи. Остроумие Тэхёна очень помогло повару, который нервничал в тот день. Чимин заботился об участниках. Их песни служили большим утешением в наши утомительные дни. Моя жена как-то сказала, что ей хотелось бы увидеть, как участники BTS едят в Хачи. Была ли наша энергия настолько сильна, что передалась им? Это химия между Чонгуком и Тэхёном. Хочется всех послать подальше. И жить как нам хочется. Эта сидящая модель Тэхёна стала вирусной в Твиттере. Немного нежности вам, вы в этом нуждались. Compose Coffee в Инстаграм. Мы всегда будем рядом в повседневной жизни композиторов. Все были заняты игрой, в то время как Чонгук держал ногу Тэхёна, чтобы он не упал. Программа упражнений, предложенная Чонгуком. Чонгук сказал, когда проснешься, сначала сделай 100 приседаний, затем 20 движений животом, 2 подхода по 20 упражнений для ног. Затем переходим к планке. Обычная планка в течение 1 минуты, а затем планка сбоку по 1 минуте с каждой стороны. В конце разрежьте 15 раз и все. Разве это не кажется простым? Вы утром это делаете? Фанаты Китая приготовились к празднованию дня рождения Чонгука. В кафе 15 городов Китая будут проходить ивенты, праздничные мероприятия. Фан-база Китая приготовила каждому посетителю подарок от имени Чонгука.
Влюбленность всегда выделяется, как ты ее не прикрывай. Самый милый и идеальный беспорядок на голове. Любопытный момент. Немного о проектах ко дню рождения Чангука, который уже через 7 дней. Подарок от китайской фан-базы, реклама на одной из сеульских веток метро. В будущем все будет хорошо. Фанаты BTS в знак поддержки Юнги повесили плакаты возле здания Hype. Фанаты BTS демонстрируют свою поддержку Юнги на фоне его продолжающегося дела о вождении в нетрезвом виде, вывешивая различные баннеры с сердечными посланиями для айдола перед Hype. 23 августа недалеко от здания Hype фанаты разметили различные плакаты в знак поддержки Юнги. Сообщения на баннерах включают тексты песен BTS, такие как «У нас за спиной армия», «Когда мы так говорим», из Butter, «В будущем все будет хорошо», из D-Day, а также такие надписи, как «Мы любим тебя», Мин Юнги и BTS Семеро. Кроме того, фанаты BTS возвращают различные треки Юнги в чарты по всему миру, устанавливая новые рекорды. Человек, который всегда создает дифирамбы еде. Знаете что? Самое время вспомнить этот аэропортный образ Тэхёна, всем сердцем его люблю. Когда Чангук вышел из душа, переодевшись в черную футболку и увидев его, Тэхён сказал: «Почему ты такой сексуальный?», при этом снимая его. При этом Чангук говорил, что он выглядит лучше всего, когда только что вышел из душа. Теперь мы знаем, кто ему это сказал. Статья: пытается ли Чангук избавиться от ярлыка BTS? В июле 2023 года Чангук,
начал новую главу в своей карьере, дебютировав как сольный исполнитель с мегахитом Seven, который быстро стал феноменом. Самый молодой участник, BTS, увидел, как Seven дебютировал на вершине Billboard Hot 100, собрав 1 миллиард прослушиваний всего за 108 дней. Побив рекорд Майли Сайрус Flowers по самой быстрой песне, набравшей 1 миллиард прослушиваний на Spotify. Seven стал самым влиятельным хитом лета от звезды K-pop, выведя его на передовые позиции музыкальной сцены в 2023 году. Успех этого главного сингла придал Чонгуку уверенности выпустить свой дебютный альбом Golden в ноябре того же года. 3 ноября 2023 года Чонгук выпустил свой полноценный альбом Golden, что стало поворотным моментом в утверждении его имени на мировой музыкальной карте. Продажи альбома вывели его на второе место в Billboard 200 с более чем 220 000 проданных копий в США за первую неделю. Во время выхода Golden Чонгук занимал 4 позиции в чарте Hot 100, причем наивысшую позицию занял заглавный трек Standing Next to You. Выйдя за пределы Кореи, Чонгук начал свой путь к тому, чтобы стать поп-звездой. В этот момент международные СМИ даже наградили его такими титулами, как «Принц поп-музыки» или «Главный поп-мальчик нового поколения». Фактически, американский медиасайт NME даже предсказал, что Чонгук вскоре будет доминировать на музыкальной сцене после Джастина Тимберлейка, принца поп-музыки 2000-х, и Джастина Бибера, представителя 2010-х. Впервые неанглоязычный кей-поп-артист добился такого феноменального влияния, будучи признанным международными СМИ как поп-феномен следующего поколения. Это доказывает, что успех Чонгука обусловлен не только поддержкой одного из крупнейших фандомов кей-поп, но и тем, что его музыка действительно стала вирусной по всему миру. После его ошеломительного дебютного альбома фанаты с нетерпением ожидали мирового турне от Чонгука. Однако, как раз когда он был на волне успеха, самый молодой участник BTS решил взять двухлетний перерыв, чтобы пройти свою военную службу. Несмотря на этот двухлетний перерыв, сольные достижения Чонгука никогда не прекращались, даже будучи в армии, он продолжает бить новые рекорды. Амбиции и хайп превратить Чонгука в поп-звезду следующего поколения понятны и обоснованы. Имея такую звезду, как Чонгук, любая развлекательная компания, естественно, посчитала бы его сокровищем, которое нужно сохранить и предъявить миру. Не выпуская альбом на корейском языке, хайп поручил Чонгуку выпустить его дебютный альбом с 11 треками полностью на английском языке при поддержке международной команды. Глядя на титры производства Golden, видны знакомые имена, которые работали над проектами Джастина Бибера и Арианы Гранде. В дебютном альбоме Чонгука также присутствуют авторские вклады от артистов с миллиардным рейтингом Эда Ширана и Шона Мендеса. Golden знаменует собой первый проект K-pop Idol, который привлекает такую масштабную международную команду. Музыка и образ артиста Чонгука тщательно продуманы, наследуя черты лучших поп-икон. Это влияние было отмечено корейскими критиками, которые отметили, что в альбоме Golden одновременно можно увидеть элементы творчества Майкла Джексона, Джастина Тимберлейка и Джастина Бибера. В США хайп сформировал стратегическое партнерство с Universal Music Group, ведущим мировым лейблом звукозаписи. Дебют Чонгука был обозначен как флагманский проект, а все рекламные усилия были организованы Hype America во главе со Скутером Брауном. Такой уровень инвестиций демонстрирует, насколько хайп делает ставку на успех Чонгука на международном рынке. В настоящее время Чонгук проходит военную службу. Айдол всегда ставил группу выше себя. Его внезапное зачисление на пике карьеры призвано гарантировать полное возвращение BTS в 2025 году. Действия говорят громче слов. Сомнения в лояльности Чонгука группе – это чисто субъективное мнение небольшой группы эгоистичных фанатов. Этот момент – это моя Римская империя. You're with my appetite.
День рождения состоится 1 сентября, и поклонники по всему миру выражают свою поддержку певцу. Зарубежная фан-база Чонгука Golden Changguk Universe объявила в социальных сетях, что они будут проводить акцию в поддержку дня рождения под названием «Наша гигантская поп-звезда Changguk Day Taxi Shelter». Акция будет проходить в течение месяца с 20 августа по 20 сентября на остановке общественного транспорта перед зданием Hype в Сеуле. Реклама содержит слова «Happy Day» и «Our Giant Pop Star», а также фотографию Чонгука. 31 августа по восточному времени на нью-йоркском стадионе Yankee Stadium будет транслироваться поздравление с днем рождения на табло стадиона. Там также будет организована специальная поддержка в честь дня рождения Чонгука, где сообщение будет транслироваться по всему стадиону, а диктор лично скажет: «С днем рождения, мировая суперзвезда Чонгук, поздравляю тебя с тем, что ты вошел в историю с Golden». Китайский фан-клуб Чонгука China будет транслировать видеоролик с поздравлением Чонгука с днем рождения на экранах ДИТ, установленных на станциях Синчон, Чимсиль, Садан и у входа в университет Канкук. Филиппинская фан-база Golden Alliance PH и Daily будут транслировать рекламу его дня рождения на 8 рекламных щитах в разных городах страны 1 сентября, включая Мандалуйонг, Антиполо, Негрос Ориентал, Дилак, Нага и универмаг Рабинсонс Галлея в Себу. Они распространяют свой щедрый фанатский дух и положительное влияние посредством празднования Дня Чонгука в торговом центре Mall of Asia в Маниле и мероприятия в поддержку дня рождения, на котором они подарили школьные принадлежности семьям солдат, погибших на Минданаа, в сотрудничестве с местной некоммерческой организацией Hero. Фанатский аккаунт Чонгука Blue Bunny разместит рекламу празднования дня рождения Чонгука на электронном табло перед выходом со станции университета Хонгик 1 сентября. Так не смотрят на друзей, так смотрят на свою вселенную. Я до сих пор не верю, что это было в реальности. Давайте посмотрим на красивые руки Чонгука с этими крутыми и привлекательными татуировками. Второе место. Это так интимно. Обратите внимание на руку Чонгука. Этот день, столько эмоций мы испытали в тот день, не спали ночами, ревели и смеялись вместе. Эх, нахлынуло. Первое место. Да, свободный стул имеется, но кого это волнует, когда дело касается двух магнитиков? Это конец.
Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.